Ну, можно как-то хоть чуть-чуть композицию поменять, чтобы... Можно, все можно. Ну да, чтобы... Здрасте. Здрасте. Так. А, уже готово все. Да, готово. Я покрыл своим грунтом, окрасил в черный. Только осталось решить, что рисуем. Так, выбирайте, какой вам. Побольше, поменьше фактуры. Я люблю фактуру. Ну, у вас, конечно, красивее фактура еще будет. Ну, да мне все равно. Да, но они Какая примерно есть. одинаковые. Ага. Так, ну давайте решим, что писать будем. Что хорошо выглядит на... На черном фоне выглядит черном хорошо фоне. желтое, хорошо выглядит белое, ну и светлые такие. Красное очень тяжело смотрится. Тяжело, да. Тяжело. Так что И вот траурно. любые цветы, хоть пионы, хоть роза, хоть что-нибудь. Ну, пионы можно попробовать. Можно. Давайте пионы с удовольствием. Да. Смотрите, мы не будем срисовывать ничего, мы возьмем, как вот я учу обычно учеников, брать 1-2 цветка и на основе, Вот так и хочу, да. на его основе, на основе фотографии, ну или, а еще лучше цветок где-нибудь найти, построить целую картину. Так, вот у нас, смотрите, ну, какую-нибудь папочку откроем с пионами. Вот, осталось только найти цвет, который вам нравится. Смотрите, нам важно что? Цвет цветка, его тень, полутень, свет и желательно фон. Вот этого достаточно, вот этих там 3-4 оттенков, чтобы построить всю картину. Вот, например, тот же, ну, вот, как здесь взять цветок, тут понятно, тень, полутень, внутренняя тень, свет, ну и фон какой-то. Вот на основании вот этого всего, вот это обычная случайная фотография, можно построить вполне полноценную, нормальную художественную композицию, картину, да. Да, композиция вообще, она просто делается, вот я вам покажу, просто нужно не жадничать насчет фона, не везде разбрасывать, а определиться с какой-то фигурой, в эту фигуру Вот вписать цветы, остальное закрасить фоном. Вот осталось только выбрать какой-нибудь оттенок, вот что нам там понравится. Белый, там, розовый какой-то. То есть, давайте так сначала, холодные или теплые, или так не выбирается? Выбирается, именно так и выбирается. Холодная гамма, теплая, вот, ну вот холодный цветок, вот холодный цветок у нас. Вот посветлее хочется, если на темном фоне, нет, вот это темновато уже для черного или нет? Нет, ну это розовый, его можно сделать немножко светлее, он вполне светлый цветок. Вот красиво, ну не знаю. Да, это тоже красиво. Вот это красиво, почему? Потому что они не монотонные, холодные края, тень, тут красненький. Давайте вот обычный цветок, вот я покажу на камеру, простейшая фотография, в котором в интернете завалено чего угодно. Вот из этой работы мы постараемся сделать уже полноценную картину. Так, смотрите, Лариса, что делаем? Вот этой композиции, здесь 20% масла, остальное white spirit, смажем холстик, можно окрасить во что-то, хотя не будем, цвет нежный, нам чтобы, у нас уже черный, он уже как такая вот. Это ваш фирменный грунт с черным? Да, это грунт, который держит краску, который для живописи в один сеанс. Нет, не для цветов, это черный. Вот для интереса. Да, экспериментирую. Нет, мы не экспериментируем. Черные грунты. Уже не раз. Черные грунты это они поддерживают цвет. Как бы живопись маслом, она же устроена от темного к светлому. То есть темное это вполне себе, ну то есть это логично писать по темному. Некоторым задачам это очень хорошо. Сейчас видите, на черном хорошо краска смотрится. В прошлый раз не очень понравилось ничего. Так, смажете, но без того, чтобы текло. Хорошо. Иначе будет трудновато работать на жирном грунте. Так, Лариса, кистью. Ну, можете карандашиком, но лучше кистью. Можно сепию взять, сепию нарисовать. Так, берем беленький цвет какой-нибудь и пишем композицию. Вот, повторюсь, ну, вот я пущу вот так ее, вот так и вот так, всю композицию.
Вот примерно. Это линия Хогарта, так известная. Так, ну, ее можно и так пустить, и вот так, буква S, короче. S. Да. И вот в нее пустить, кстати, она хорошо смотрится именно на вытянутых форматах, типа там 1 к 2, Да, вообще да, вот замечательно как вы делаете пишется. свои картины. Но это не должно очень бросаться в глаза, она так завуалирована должно быть. Но вот когда вот в этой букве всегда она как-то композиция здорово звучит. Да. Так, главный цветочек со смещением куда-нибудь, вот я его сюда поставлю. Вот пускай отсюда буду списывать. Вот так, линия ось, точнее, должна чувствоваться. И вот эта точка, вот все, что нужно на этом этапе от цветка. Откуда он растет, эта Да, точка? да, для понимания, чтобы потом удобно было строить. Вот он главный, тут какой-нибудь второй большой у меня будет. Да, нельзя композицию делать вот так вот, чтобы каждый смотрел вот так вот из картины, получится поднос. То есть нужно немножко вот естественность какую-то делать. Если мы не букет пишем, а пишем композицию такую свободную, ну типа куст какой-то или там что-то, цветы какие-то, они должны вот как-то летать вот так. В разные стороны. Да, вот этот вовнутрь у меня залетит, вот здесь цветочек. Этот вот этот вот сюда, вот здесь тоже вот сюда, вовнутрь. Вот. Никакого порядка вообще. Да, чтоб логики особой не было, такой математической какой-то. Здесь у меня будет цветочек, тут мелочь какая-нибудь. Все, вот этого достаточно, по ходу у нас потом добавится что-то. Потом берем щетинку и делаем тени внутренние. Нет, здесь не надо. Так, давим 213 гамму, это для зрителя, гамма 213 номер. Краска не светостойкая, она очень яркая и красивая, но у нее слабая светостойкость, да, поэтому картину по высыханию обязательно нужно покрывать лаком с ультрафиолетовым фильтром. Ну, такие они в основном сейчас с ультрафиолетовыми фильтрами и бывают. Пометка такая. Ну, лучше уточнить. Да, вот на вот этих на спреях стоит UV фильтр. Ну, это не без разницы, если покрываешь акриловым лаком или не акриловым. Главное, чтобы да, чтобы был фильтр, защита от ультрафиолета. Так, отмываем кисточку. Так, стараемся сначала не путаться в оттенках, разные там заводить. Работаем 2-3 основными цветами. Вот, например, желтый, оранжевый у меня вот здесь. И вот этот розовый. Можно краплак еще использовать как более глухой цвет, как не такой яркий. Вот смотрим. Приблизительно на оттенки не смотрите. Вот у нас они не будут совпадать. Нельзя напрямую переносить краски природы, краски экрана. Это разные по физике вещи. И причем это не обязательно. Нам тональности очень важны. На тональности, повторюсь, сравниваем, прищуриваемся или не прищуриваемся, сравниваем с белилами. Не напрямую, это тоже вот разные, в принципе, вещи, поскольку вы можете на природе под зонтиком писать пейзаж, там все светится, а у вас под зонтиком ничего не светится. Вы напрямую никак, вы наберете много ошибок. А вот с белилами между собой, короче, нужно сравнивать краски на тональность. А это ничего, что мы подмешиваем сейчас белила прямо с самого начала? Нет, здесь нет. Потому что черный фон, да? Здесь нет таких, ну вот цветок, здесь нет мест, ну кроме вот этих красных каких-то моментов. Здесь все, вы чувствуете, все на белилах. То есть вот это нужно чувствовать. Здесь нет таких слишком насыщенных оттенков. Здесь чистые, красивые, нежные оттенки, но они не очень насыщенные. То есть, если возьмем там красное там, или розовое, она будет перебор по насыщенности. Вот здесь в тенях есть. Тени у нас без белил будут, вот явно глубокие тени внутренние. Вот здесь белила не нужны. Так, что-то вот такое вовнутрь. Потом общее, то есть выбираем, смотрите, общее теневые. Вот здесь у нас потемнее, здесь кольцо такое охристо, теплое, ну не охристо, а оранжеватое, персиковые какие-то оттенки. А здесь темные места выбираем вот такие уже фиолетовые, серо-фиолетовые. Так. Немножко можете разбавлять краску, немножко, не вот так вот. Уголком. Да, все время замечаю, что ученики вот так вот.
она полная кисть, набирает вещества, много масла, а мы, как вы знаете, пишем по густой краске уже разбавленными. То есть вот технология должна соблюдаться. Здесь должна быть глина, вот Погуще. в первом слое погуще. Даже вот, ну, поэтому мы начинаем всегда щетиной, она может растягивать хорошо краску, растаскивать ее, чтобы был тонкий слой густого вещества. Так, вот так, кстати, да, вот я заговорился, на самом деле нужно сразу работать по всей работе. Если у нас более-менее в одной гамме цветы, то желательно. Потом мы их немножко индивидуализируем, то есть какими-то оттенками разными, но пока можно сразу вот загонять краску. Работаем широко, потому что мы будем резать фоном черной краской, темной краской. Не боимся выезжать. Не боимся выезжать, да. Так, края холодные, можно фиолетового добавить. Шикарные цвета. Желательно разными кистями. Я тороплюсь. Я умею одной кистью разные цвета делать без смешивания. Вот у меня живет здесь теплый цвет. Я не давлю, как бы не выпускаю. Вот сейчас я надавил. Вот. А вы немножко разными стараетесь. Да. Можно, кстати, и желтым, и то есть, например, абсолютно противоположными. Зеленую краской работать, а потом без особого смешивания работать дополнительным цветом, каким-нибудь там красным, без смешивания. Это главное не давить. Ну, то есть чувствовать инструмент, чтобы там не миксировались два цвета. Но вы лучше пишите двумя кистями. Хорошо. Так, для благородства теоретически можно черного добавить немножко в тени. Посмотрим. Черная краска немножко, так она, облагораживает нам все оттенки. Да, благородство мы ценим. Вот. Чтобы не горело уж совсем. Да, но это особенно если мы по белым холстам работаем. На черном нам немножко помогает сам грунт. То есть, можно более-менее ярко работать пока что. Так. Как вы видите, я особо там не парюсь по оттенкам. Да. Это не важно. Оттенки плюс-минус мы потом соберем, у нас будет своя картина, нам копия не нужна. А вот тональность, прищуриваюсь, более-менее внимательно отношусь к тональностям. И вам советую тоже не ложить все силы на подбор именно цвета, поскольку есть опасность замылить вот это вот. А нам нужно чистое вот. Затереть. Да, затереть. А тонально проверяйте, думайте. Да, полезно, когда вот есть такие композиции, пишешь свободно, чтобы цветы уходили куда-то, выходили из картины по бокам. Вот это мне тоже очень нравится. То есть, если мы соберем их в кучку, опять же, есть возможность скатиться в декоративность, поднос, платок, вот такой вот. Вот этого так трудно избавиться. Вроде смотришь, все понимаешь, начинаешь что-то делать. Просто вы забываете об этом. А вы напишите себе на картонке композиция, внимание к композиции, или какие у вас там недостатки есть, там разбелка у кого-то грязь в живописи. Привычка из детского сада все уместить на листик и оставить место с краю для рамочки. Олег, вот откуда это коричневый, да, или это зеленый? Это я зеленого добавил, вот для вот какого-то теневого. Зеленый, как вы знаете, дополнительно к красным, к краплакам, он успокаивает их. С краплаком это в коричневый, кстати, получается оттенок. То есть нужно тоже варьировать, не работать на чистых оттенках, все на чистых строить. Нам нужна и легкие загрязнения. Да. Вот так подготовительно. А вот фон нам не надо пару мазков вот из этих же цветов, чтобы как-то все гармонировало? Да. Но это можно потом, можно, собственно, и сейчас. Просто вот прям вытираете краску, осталось. Я забываю всегда это делать, а смотрю, на ваших картинах всегда есть какой-то вот отголосок, что ли. Да, иногда жалко краски, то кисти большие, хочется
Да, вот буквально там несколько звуков. Да, потом снимете лишнее. Вот, повторюсь, эти грунты держат краску, даже мастихин тут особо не справляется. Правда, если сильно, конечно, он снимет. Растушуете. Если у вас жестко будет жесткие пестрые сочетания красок, немножко можно растушевать. Здрасте. Вот, растушуем. И все, пускай сохнет, подсыхает немножко. Я пойду дальше заниматься. Вы пока вот делаете вот это. Если что-то запутались, вы со своей палитры будете делать. Запутались, да? Подойдете и немножко попробуйте. Прям по моей. Хорошо. А как композицию мне немножко поменять, чтобы не повторялось совсем? Вот, да, это полезно. Ну, я не знаю, зеркальте или как-нибудь. Хотите вертикальную, пишите картину. Это как? Ну, поставьте вертикальный и. Да вы что, так можно? Ну, можно, конечно. Первый раз. Так, запись пошла. Ну, композиция, да, вы поменяли композицию, но недостаток то, что большой цветок вверху. Желательно, да, его так, даже не знаю. Как-то у вас по всему очень регулярно разбросаны оттенки. От чего-то обязательно отказаться. Откажитесь от вот этого, закрасить его нужно будет. И, возможно, вот этого какого-то. А этот все-таки советую уменьшить. Меньше и сделать. опустить чуть-чуть. Да, важные объекты они не любят вверх. Это, ну, за исключением портрета. Они желательно так, или по средней части, или по нижней. Они имеют большой вес. Больший вес имеют, чем вот это. Ну, вот если сравнивать по тяжести, как бы, по важности. И они, как бы, по крайней мере, в композициях декоративных. Когда ты не хочешь вызвать чувство неуверенности, чувство. А если мы повернем вертикально? Да, можно. Не, вот так вот. Вот так? Ну, даже не знаю. Думаете, Лариса? Они вниз смотрят все. Так, давайте я продолжу, пока немножко минутка есть с этой. Так. Чуть-чуть успокойте. Так, хорошо, вы берете, хорошо. Так, смотрите, Лариса, я сейчас намешаю краски, и вам, и себе сразу. Так, небольшую часть оставим для фона. Вот, приготовим белила, это та же композиция, то есть 20% масла, остальное white spirit, то есть достаточно сухой в плане того, что будет подсыхать. На глаз льете? Ну, мне нужно не на глаз, а скорее на ощупь, потому что мне нужна сметанка такая жиденькая. Даже состояние йогурта такого питьевого. Так, и смотрите, вот эту разбавленную краску мы еще ее разбавляем. Когда замес делаем, да? Да. Ну и, как уже много раз объяснял, идем вот в эту точку, ставим перпендикулярно кисть, перпендикулярно по, вот он смотрит почти на нас, немножко вверх, то есть образуется как бы овал, идем по этому овалу, ставим кисть, вот как бы, ну это как схема. Здесь вот так, тут уже немножко вот так он будет. То есть все время вокруг оси, вот этой, которая ось у нас, которую мы представляем, ставим плоскость кисти. А кисть почти перпендикулярна. Кисть, да, кисть вот перпендикулярна. Да. Ну то есть не вот так как-то пишем, а так. Помним, что у нас еще в арсенале обрезка будет, то есть достаточно свободно, не бойтесь
можете немножко больше, чем Некрасивый нужно. сделать. Да. Мы все равно у нас будет черной краской все это обводиться. Пока работаю вот этой 213 гаммой. Чистые, с белилами. С белилами, да. А этот вы уже как бы придумываете цветок? Да, Или чуть-чуть придумываю. Да, придумываю это, ну, как изменяете. направление, помню вот эти оси, куда он смотрит. И по этой же схеме делается, по подобию, так сказать. Вот немножко можно FC, Синенького. да, для прохлады, для холодных оттеночков. То есть их можно мешать, в принципе, розовые FC в одном цветке. Да, конечно. Розовый FC дает шикарный такой фиолетовый для сирени. Вот прям он по яркости сопоставим именно вот с цветом сирени, с натуральным цветом. Как-нибудь будем писать, покажу. Но цвет прям вот живая сирень получается. Да, свет холодный, идем на охлаждение. Как бы белила у нас титановые сами по себе холодные, то есть они при разбелке краски, в отличие от цинковых, они дают холодный оттеночек. То есть разбавляем пока что, ну иногда добавляем FC, можно чуть-чуть. Ну, то есть все теплые мы забыли на данный момент. Никаких там теплое внутри. оранжевых. Теплое Нет, внутри у нас, осталось. смотрите, будет, ну вот внутри мелкие вот эти, внутреннее вот это наполнение, оно более теплое. Тут, конечно, мы в тот же которая самая светлая, как да, бы, да? в ту же краску мы добавляем, например, немножко желтого. Вот эти маленькие самые. Да. Кисть вот эта двойная, она тоже ставится как бы по вот этим, ну, по овалам, по этим, по кругу вокруг, точно так же вокруг оси. Также перпендикулярно держится. И помните, что забивать полностью тень нельзя. То есть идем на высветление, тени должны оставаться. Под каждым мазочком немножко тени. Иначе придется место переделывать. Если забьете, забудетесь, тогда, да, тогда не читается. Тогда снимете, опять тени нагоните там как-то и опять пробуем. Помним, не лупим до бесконечности вот эти цветы, вот эти лепестки. Тут их все-таки ограниченное количество, их вот пересчитать можно. Да. То есть не гонимся за количеством. Вот, правильно. Да, вот хорошо желтый мешается с этими розовыми, дает такой вот, ну, натуральный, близкий к натуральному оттенок. Вообще, кажется, этот розовый незаменим просто в пионах. Да, к сожалению, это органика. Органические краски, они не очень светостойкие, яркие, но не светостойкие. То есть нужно защищать. И на солнечной стороне в квартире или в доме она висеть не должна, где очень много солнца. Даже если под лаком. Да, желательно перестраховаться. То есть он уйдет. Это я по опыту, когда-то на вернисаже была картина, она зависла, так сказать, там целый сезон весенне-летний отвисела. Тоже сирень, по-моему, было написано, сирень. И она поблекла, потому что так на вид не очень видно. Но когда я раму снял, я менял раму, по краю вот этот сиреневый был ярче на несколько тонов по насыщению, чем все полотно. То есть, но она висела прямо на солнце и без защиты. Я не защищал ее. Ну, то есть она за вот эти месяцы поблекла немножко. Это не очень заметно. Человек к этому привыкает, она в доме у вас постепенно выцветит, вы и не заметите этого. Но... Ну, через 20 лет, может быть, да? Через 10. Да. А сейчас, когда вы кроете лаком, они как бы живут, да? Да. Есть лаки, вот в Маймере, по-моему, где-то у меня закончилось, баллончики такие по 900 рублей, они уже с УФ-фильтром. С баллончика можно покрывать достаточно, не нужно полгода-год ждать, месяц-два, главное первый слой тоненько покрыть, тонким слоем сутки
То есть, ну вот, допустим, нужно быстро ее то ли продать, то ли там Да. защитить. Ждем высыхания месяц-два, больше не нужно. Первый слой тонко покрываем из баллончика, даем сутки отстояться, Так. а потом уже заливаем до той степени, которая нам нужна. А вы какой лак используете? Глянцевый или матовый, или полу? Какой? Ну, я не очень люблю, когда слишком блестеть. Хорошо пейзажу, хорошо. Когда на ровном холсте пейзажик, он краски очень хорошо зажигает. А вот такие, тем более, где есть фактура, нежелательно, чтобы очень блестели. Я такие покрываю акриловыми лаками. Они хоть и глянцевые, написано на банке, но по факту, поскольку там это водный все же раствор, он дает такой полуглянцевый, не очень блестящий. То есть и вот эти вот все выпуклости или пастозная живопись, она уже, если пастозно писать, она не очень блестит. Ну, то есть достаточно такое впечатление хорошее от картины. Если бы глянцевые, все вот эти, они горели Да, такими и они, звездочками, и с любого угла она Отливает, все время вот отливает. такое не очень уютное. Не разглядишь, что Да, там надо, да, да. ходишь, заглядываешь точно. Ага. Вот так ходим с цветка на цветок, немножко опыляем это дело, опыляем цвет, то есть делимся цветом, и, соответственно, каждый из них будет связан живописными такими связями цветовыми, и картина не будет То разваливаться. есть я смотрю, вы не боитесь задеть торт уже, который нарисовали, то есть более мелкими как-то так и вписывается все, да? Да, да. Ну, что мне бояться, картина ваша. Вот, потихонечку уже перехожу к более бликующим таким, более светлым. То есть, смотрите, что мы рисуем? В предмете и минимум 3 градации должно быть. Внутренняя тень или теневая, если это без внутренних теней, например, шар какой-то. Тень, полутень, свет. Это минимум. То есть вот у нас тень мы нарисовали, полутона, вот я, ну вот это время сейчас забивал, а сейчас уже более бликующих можно. Но не белилами, конечно. Хотя, несмотря на то, что здесь кажется, что есть как бы белила, ну, на фотографии всегда Да. есть. Художник не имеет права чистыми белилами писать. Он немножко вот рядышком с белилами. Вот что попадет, да, или все-таки, ну, или теплоту, или холод добавляете? Нет, Или- холод. Вот я даже синего набираю немножко. Я про тональности. Рядышком. Вот это даже может... Сейчас я попробую. Ну да, вот. Вот это максимальное, что мы можем дать. То есть на вот этом лепестке вы должны оставить еще как бы запас. Мало ли там бликанет какая-нибудь, ну, капелька воды. То есть всегда должен быть еще запас. Белым, если пишешь натуральную живопись, пишешь, не абстрактную, белый цвет может быть на белой вазе, белый блик от холодного окна. Все, вот чисто белый, по идее. Больше А все никогда остальное никакого немножко белого. с оттенком, да. Ну, это я так теоретически. Конечно, вы можете и белым. Тем более у нас в зоопарке, когда быстро работаешь, у нас белые прожилки. Их, главное, чтобы это... Ну, бывает, белым Да. махнешь. Главное, чтобы это не было разбелкой. Вы должны отходить, смотреть. Вот это явно покрашенный лепесток в белый цвет. Да. Он выбивается из общей гаммы. Красивее от этого не становится. То есть, когда ты работаешь на высоких, на светлых оттенках, исчезают полутона. Все полутона, они в средних, в таких вот, в средних тональностях. Да. Вот, они хорошо читаются. На светлых оттенках они до того сближены, что они просто уже не считываются. Они до того нежные, что прям уже как бы... То есть, ну, в общем, старайтесь работать на средних тонах, на таких. Да, не увлекайтесь разбелкой, это очень важно. То есть она красивее не станет, она хуже станет. Если вы там белесе станете делать, исчезнут оттенки, исчезнет цвет. Исчезнет цвет. Да. Вот, правильно. Так, пускай она просыхает, я пойду дальше. Давайте потихонечку Хорошо. собирайте свою работу. Вам предстоит потом самое интересное — обрезка цветов. Так, давайте. Спасибо.
Там обрезать надо сверху, там размах. Да, будем резать. Все пятна это вот чтобы убрать. этот, смотрите, вот. Так, где ваша кисть? Ну-ка, давайте мне руку свою, я вам попробую поставить. Становитесь сюда. Держите. Угу. Вот, смотрите, вот этот, вот так, а вот этот уже вот так пойдет. Понимаете, у него вот так здесь, вот так, тут вот так. То есть, чувствуете, пишем овал, вот он пошел так. Угу. Так, Его надо так. просто представить. Да, представлять. Вот это если отогнутый вот так. Тут уже вот так вектор пойдет, если они отогнуты. Тут вот так. Вот так вот. Угу. Понимаете, вы немножко почти правильно, но немножко недоулавливаете. Одинаково. Да, У меня да, родилась да. ассоциация, наконец-то, как Да. это делать, как будто красишь стеклянную вазу, но вот эти лепестки изнутри, а эти снаружи. Так. Загибаются Сложно. по-разному. Сложная А ассоциация. я придумала, как же там, это же они не получаются. Дайте еще вот этот покрасим. Так, давайте. Понравилось? Но я поняла, что у меня гораздо гуще краска. Нужно. Да. Это так важно, очень- насколько мы разбавляем. Вот я так не делаю. Вот сейчас надо больше. Акварель. Это Акварель, да. Так, у нас смотрите, ось вот так вот идет, почти круг, но не круг. Так. Кладем раз, собрали, вот здесь так, Ой, как- здесь противоположно. Можно вот так работать, так. Ага. Так. Вот, и у нас, вот она ставится, вот практически круг, ну, то есть такой легкий овал. Угу. Вот здесь то же самое, так, вот будем, ну, естественно. Вот здесь мы нужно- уже из центра рисуем, а не наоборот так. Еще То есть раз. вот внешние лепестки, Головой закрыли. извините, камеру. внешние лепестки, они только один круг внешних лепестков Да. туда идет. Все остальное должно смотреть в центр, правильно? Вот эти внутренние в Мгм. центр у нас так устроен пион. В центр, а какие-то отваленные. Кто отваленные иногда вот так, а если бывает еще вот так, с таким отвалом, понимаете, чтобы он вот так. Как будто задом. загибается Да. вниз туда. Тогда другой вектор у него, то есть не Ага. прямой, а вот с таким изгибом. Здесь с вогнутым. Мгм. Ну, короче, будем резать. Резать будем, Да, да, я да, вижу, да. что резать надо. Резать, Это я срочно понимаю. резать. Ну ладно, давайте я пока продолжим. Что за Спасибо. белый? Черно-белый. Не хочется, чтобы... Не, я поняла, насколько это важно вот такие уроки брать, чем картина. Вот она подсохла, прошло сколько там, Мгм. полчасика. Сейчас Еще лучше как бы получается. да, то есть мы идем на высветление без особого смазывания. Ну, вот она краски более-менее стала загустела, поэтому А вы уже градиент мешаете, Олег? да, именно. Это вот уже когда второй круг, да, уже градиентом можно? Ну, по-хорошему это сразу нужно делать. То есть вот набирать краску с легким градиентом, тем самым мы показываем легкую вогнутость. Она автоматически Мгм. как бы считывается. Вот здесь темнее, только нужно не перепутать Да, это надо вверх представить с низом. сначала, откуда свет. Да. На полкисти чуть-чуть белое, чуть-чуть, да? Да, вот Полкисти. смотри, да, одна часть я мешаю с белилом. Естественно, белила не должны чистые попадать. Вот он и есть градиент, Да, легкий да. градиент. И на холсте потом увидится, да? Да. Так, сейчас я немножко холоднее сделаю. Вот, кстати, вот этот фиолетовый, о котором я говорил, сирень, на Сирень. котором получается. Плюс FC. Да, вот, ну то есть наша 213, Мгм. вот с этим вот. Красивее. Если больше Вот FC, это вот сирень настоящая. да, если больше FC дать, будет вообще живое Мгм. сирень. Она даже может даже и поспорить с самим цветком насчет яркости. Может быть. Захотелось написать сирень. Я по пути испачкалась, а вот и синий.
сдаваться. Вы же краску отсюда брали мою, да? Да. Ну, да, и разбавляете ее посильнее. Да, да, надо разбавлять. Я все равно гуще у меня получается. Сейчас я поняла, насколько это важно. Как только у вас потекла струйка краски, все, вы, значит, работаете в нужной манере, но чуть-чуть переступили. Ага. Вот, и рядышком вот с этим состоянием вам и нужно писать. Консистенция очень важна во всем, не только в цветах. Это вот, чтобы вы не писали. У краски есть там, ну, свойство какое? Вот, плотность, ее разбавленность, сколько в ней разбавителя или масла. Мгм. Вот этим вот нужно не жонглировать, но управлять как бы. И знать, когда что Да, применять. да. Вот, ну, то есть осознанно. А вот такие как бы закругленные кривые лепестки, это вы как кисть? Вот можно Вот, еще? вот. Ну вот я беру опять Ну, же вы этот её не градиент. Мгм. Нет, ставлю перпендикулярно и веду не по прямой к точке Не по прямой. схода, а с изгибом, поскольку ну, он вогнут у нас. Такой вот, запятой. Да. Вот, раз. И длина, она должна оторваться, сплавиться нежно с тенью. То есть Мгм. так уйти в тень. Не жестко, а вот вход у нас четкий, ну, край входа Да. четкий, а выход с отрывом на, ну, так, на вылет. Раз, и он тогда более-менее гладко сплавляется Мгм. с тенью, со своей тенью. То есть Это свет. уже, наверное, техническая сторона, да? Чем больше как бы тренируешься, да? Ну, конечно, Надо ну, научиться. всему нужно, любой почерк нужно отрабатывать. Ну, говорят даже, чтобы ребенок шнурки научил завязывать, он их должен 300 раз попробовать сначала. Вот, да, 300 раз, Да. 300 мазков, да? Да. Или 300 картин. Нет, 300 картинок. Ну ладно, 300 этих. Лепестков. Ну, 300 цветков. 300 имеется в виду каждый лепесток. 300 лепестков понимаете? каждого типа. Да, Да. это же Каждого у него у зависа. каждого своя же вот это вот идет. Да, еще, смотрите, вот эти нависают немножко. Девушки, чуть-чуть, пожалуйста, потише, у нас видео идет. Смотрите, вот эти, если боком это хорошо заметно, нависать должны, то есть силу тяжести показывать, а вот эти отвисать. Вот если у вас получится, это такие, конечно, тонкости, нюансы, но как бы хорошо показать, чтобы он не был очень упругим, а чтобы чуть-чуть вот такое сила тяжести у него была. Вот. Чтобы более правдиво было. Да. Это вот именно когда они в профиль, это очень заметно. Мгм. Вот они, бликующие. Да, мы там забыли про красное. Там же внутри что-то у Ну, нас прекрасно видно. красное. Можно что-то, Тёплое. какой-нибудь кисточкой. Тоненькой, да? Вот это. Ну, может, такой, наверное. Да, вот обычная кисточка, мягкая. Чисто берем краплачок, и чтобы очень холодно не было, можно немножко кадмия взять. По идее, мы первым. Это надо было Да. сделать. Я вот забыл немножко. Ну, можно и сейчас добавить. Ну, хороший эффект сразу. Ну, смотрите, чтобы не запестрело. Вот я Глубина здесь появляется. и вот здесь сделаю, вот здесь я не буду. Ну, то есть слишком пестро не очень Верно. работать, не очень хорошо. Вот и перебиваем. Чуть-чуть забили, чтобы вовнутрь ушел. Вот я тень забил, нужно подоставать. Вот здесь немножко перестарался. Мягкой кистью собираем, она ее вакуум держит в жесткое такое состояние, какое-то синтетика. Мы немножко можем подоставать тени.
первая краска, которую мы клали на грунт, который держит краску, мы их можем немножко подоставать. Совершенно чистой кистью. Да, Просто, чисто, да, конечно, конечно. Копаем внутрь. Да, разделяем немножко вот наши лепесточки. Так. Чуть-чуть теневых не додал, вот сейчас можно еще поверху. Краплаком, да? Да, краплак, как более теплый относительно розовый, он считается более теплым. Ну, то есть помним, что в тени, в данном случае, когда холодное освещение, тени у нас теплые. Нейтральные. Чуть-чуть погасили травяной. Травяной, да, да. Травяной за счет, ну, рефлекса у нас все равно будет, тут зелень какая-то появится. То есть можно и темных лепестков добавлять позднее. Да, Не да, всегда да. на высветление. Если как бы не Да, в хватает. виде исключения, если не хватает, конечно, нужно. Вот тут тени, например, не хватит, можно, скорее всего, придется добавлять. Да, да. Всего не учтешь, когда быстро особенно работаешь. Главное, эту тень, если она внутренняя, утопить потом, чтобы она не выходила вперед. Вот тут явно не хватит нам темноты. Вот этим добавляем теплых, более темных, Теней. теневых звуков. Сейчас еще немножко по краешкам пройдусь и уже буду резать. По краям цветов, да? Да. Но это не значит, что это последний раз лепестки. Нет, еще по внутренностям. Но уже краевые желательно сделать в полную силу. Почему? Потому что уже потом трудно будет исправлять в соседстве с темной краской, Да, да. с очень контрастной краской. Теперь берем кисть, пару мягких кистей вот такого плана. Нам главное, чтобы они собирались в узкий, в нерастрепанный кончик. Это синтетика. Синтетика, да. Берем сажи побольше, давим и травяной. Вот куда-нибудь сюда. И без белил отмываем кисть. Белила с сажей мешаем. То в ту пользу, то и, кстати, сюда и краплак нужен будет. Как бы листья тоже принимают рефлексы от цветов розовенькие. Прямо сюда положу краплачок. И все, режем жестко. Уже, конечно, не вот эту форму, а режем то, что у нас получилось. То есть вытягиваем рисунок свой. Смотрим, делаем симметрию. Девушки, пожалуйста, потише. Очень жестко, очень контрастно, максимально контрастно. Как бы танцующей рукой. Да нет, не то, что танцующий. Мы должны контуры вырезать, вот представлять этот цветок и резать его, вырезать. Там его нет. Ну, то есть мы же видели, просто вытаскиваем из своей фантазии. Не из фантазии, но из опыта жизненного. Ну, вот он примерно вот такой будет у нас. То есть вот эта случайность, относительная случайность первоначального набора, она уже диктует, что куда обрезать, куда дать краски. Про дырочки не забываем, они у нас дырявенькие часто бывают. До разумного предела можно поделать дырочек.
бывают такие фигурные с Мгм. разрезом с таким. Красиво. Кверху можно немножко высветлять, но не, опять же, не белилами, какими-нибудь светлыми красками. Вот этим зеленым можно, или там желтым, или оранжевым. Мгм. А листья уже рисуются по мокрому фону. Вот Да, это. да, листья поверху они лягут, как родные. Вот эта смазочка. Холст немножко впитал, Ага. не холст, а грунтовочка чуть-чуть впитала, ну, смазку нашу первую, Да. матовая. Вот сейчас мы накормим маслом холст, Ага. грунт. Поверху уже как по смазочке лягут листья легко. Нужно обязательно так жирно, пастозно. Нет, не обязательно. Ну, потом снимем лишнее, если нужно будет. А вот эта текстура, которая у нас наложена в начале, мы как-то ее будем подчеркивать? Да, обыграем немножко. Постараемся. Тут нужно немножко успокоить вот эту, снять пастозность, Мгм. немного сплавить мазок, потому что фон не любит жесткость какую-то, пестрость. Соедините его. Немножко соединить. Вот тут уже белила немного попадают. Можно уже и добавлять белил, рефлексов. Мгм. Оттуда теперь мы с этой фотографии берем оттенки. Оттенки зеленого. Мгм. Зеленый он такая вещь, он для каждой картины свой зеленый. То есть нельзя один зеленый приделать вот к этому. То есть вот свой такой серовато, ну, спокойный зеленый. То есть зеленый приделываем к свету, к цветам. Я имею в виду, зеленый же разных оттенков Да. бывает. Он Левитан 40 с чем-то их различал. То есть сюда вот только вот такой зеленый, холодный, серовато такой вот. Ну, здесь несколько видов. Такой более теплые, более холодные участки есть. Но вот именно их и нужно постараться передать, чтобы была органична связка вот к этим розовым. Мгм.
можно попробовать обыграть фактурку. То есть это уже на высветление всегда. Ну да, все. Низ у нас плотнее, то есть темнее, немножко тяжелее, более темными красками. И это красиво. Это не напрягает, понимаете? Оно бывает и наоборот сделаешь, бывает сверх. Ну, если картина декоративная и у нее нет задачи пробуждать какие-то чувства, какие-то не очень уютные, то обычно низ более тяжелым делают. Так, вот отдельно берем мягкой краски. Можно листиков немножко попробовать, намеков на листья. Вот этой цветочной кистью. Также огромный градиент. Создаем цвет, ну такой вот серовато-холодный. Можно бирюзы сюда добавить. Серо-зеленый. Также жидко разбавляем. Жидко. И пробуем. Так, слишком светло. Сначала заходим с более темных. Вот так можно пока что просто побаловаться рукой. Нам нужно нарисовать то, что внутри. И потом вот это хаос, как бы, мы потом перекроем 2-3 внятными листьями. Посадить листья. Ага. Да, она прикроет и объяснит, что это. Что там листва внутри. То есть не надо все заполнять листьями и доказывать, что это все. Ага. Да. То есть, ну, тут тоже, вот попробуйте, вычлените какой-нибудь листок. Нету, ну вот 1-2. Ну, да. Все остальное какие-то обрывки. В природе так и бывает. Иначе, если мы начнем выписывать, сразу появится декоративность, излишняя декоративность, такая клубочность, возможно, какая-то. Ну, нужно живописный кусок вот куста какого-то. Ну и смотрим, чтобы не запестрело. Тоже фон пестрый на пестром, это плохо. Это плохо. То есть порисовали немножко, она чуть-чуть, вот я сейчас не хочу растушевывать, она влажная очень, подсохнет, я немножко ее успокою, а потом перебью жестко контрастным. То есть сейчас пускай вот это постоит. Вот вы попробуйте порезать, возможно, сами. Вот эта растушевка, которую я говорил, мы немножко сплавим, резко снимем вот эту. Это вот какая-то особая растушевка, обычно строительная. Можно строительный, то же самое, вот это цветочное для листьев, она еще качественнее растушевывает краску. Так, тени. Смотрите, вот здесь не хватает теней. Так. Делаем тени. Подбираем цвет. Краплак примерный. Ну да, краплачок. И уже от центра. Из-под листьев. Да, из-под листиков. Так, теперь смотрите, как можно немножко густой краской, такой вот почти белилами, в розовый цвет окрашенной, густую краску. Берем кисточку маленькую какую-нибудь, тонкую, да, прокладываем вещество, ну, белила вот эти вот, на внутренние блики, там, где свет, ну, внутренний блик, там, так называемый. Там, где изгиб внутрь. Вот, да. Я его называю внутренний блик, вот как-то так, не знаю, может он по-другому как-то называется. Густую краску без разбавления
И потом стараемся сухой кистью, вот строительной обычной кисточкой, немножко туда-сюда ее погонять. Аккуратненько, чтобы не задеть фон. Показать блеск. Мокрость. Да. Да, вот смотрите, Здорово. если мокрое, то оставляем сильно. Если цветок не мокрый, они все-таки такие, ну, скорее матовые, Ага. то убираем, но чуть-чуть оставляем, немножко, чтобы это не бросалось в глаза. Мгм. Иначе, правда, будет эффект мокрого цветка, но это, наверное, не всегда нужно. Вот здесь много вещества, и он слишком уже Мгм. длинный. Ну и не везде, да? И Не как ви- бы на открытых Не везде, есть смотрите, такие. да, вот на открытых они длинные, вогнутые, точнее, вот эти блик, а снаружи они коротенькие. Вот если вот здесь будет короткий блик, вот здесь будет. А, снаружи тоже можно. Он Да, как бы можно. выгнутый теперь Да, получается. да, да, То есть это, Он ну, должен быть тоже. Да. внешний бличок, если так классифицировать, вот это внутренние блики. Внутренние длинные, внешние коротенькие, маленькие. Мгм. И более жесткие, кстати, они будут более светлые. И тоже немножко притоптать. Но это лучше на второй день делать. Сейчас она тонет, краска. Но если у вас получится деликатно, то можете попробовать Мгм. Хорошо. приемчик. Вот чуть-чуть. Сразу тогда эффект объема возникает. Потом нужно краюшки зажигать немножко, если заворачивают. Да, это тоже так добавляет. Касанием. Может быть и темное, и светлое, да? Да, может, кстати, и темный быть, тоже очень эффектно. Вот таких вот ударчиков можно. Там нету Мгм. такого, не таких Звуков. огрызочков, да, а мы должны их дать для легкости, для такой пушистости, не пушистости, ну для какой-то, Даже фактуры, да, как бы они что-то дают эти. ну вот типа для поэзии какой-то, что вот Поэзия. отрывается, какие-то Мгм. там летают кусочки. Обычно мягкая кисточка вот, с Ага. синтетикой. Дырочки. Это тоже для легкости. Там вот в этом цветке Для нет. воздушности. Для воздушной. Вот точно Мгм. хорошая аналогия. Тут этого нет, ну почти Нет. нет, кроме краешков. А мы можем придумать, разделить кое-где. И опять же это что-то добавляет. Ну, конечно. Поэзии. Поэзию, да. Мы ж тут не как малые голландцы выписываем цветы Да, по-настоящему. Мы их нет, просто... это не тот случай, да. Да. Мы должны сегодня сделать картину и получить удовольствие. Вот. То есть на голландцев опыта у нас нет, ни у меня, ни у вас, а на такое, на что-то мы вполне способны. И это тоже искусство, какое-никакое, но это тоже высказывание, как бы вот, ну, Выражение. да, Мгм. это концентрированно какие-то эмоции, энергия какая-то. И вполне может быть висеть на стене, украшать. Ну, с голландцами сравнивать, конечно, нельзя. Мне но, вот, например, больше но- это нравится, чем голландцы. Не знаю. Я думаю, от голландцев бы не отказались. Нет, нет, Даже от нет. малых. Да. Так, Лариса, я пойду. Спасибо. Давайте продолжать. Вот сейчас вы просто где не хватает, да? Где не как хватает? бы Да, на высветление. интуитивно почти что. Да.
Для разнообразия, Ясно. для живописности я разные температуры закидываю. То теплее, то холоднее, преимущественно на высветление, все-таки мы еще высветляем. Мгм. Тут однообразные, вот, например, эта группа, это кажется, что практически Один моноцвет, да. да. Мы не имеем права, мы должны немножко его развеселить, иначе получится скучновато. Разнообразить, да. Да, до разумного предела мы должны разных оттенков нести. В натуре, кстати, будут видны легкие оттенки при хорошем освещении, то есть тут же все бликует, этот цветок, он будет где-то здесь больше неба, тут где-то дерево какое-нибудь, снизу будет больше влияния зелени, а особенно светлый цвет, светлые оттенки, они легко принимают рефлексы. Мгм. И опытный художник должен заметить вот эти вот рефлексы, а поскольку у нас нету их в фотографии, мы должны их придумать. Просто вот так вот для разнообразия набросать. Где-то даже серого цвета добавить, чтобы также чуть-чуть разнообразнее была кладка. Ну да, в натуре, серенький. если присмотреться, то там зеленая трава отливает всеми цветами. Не то что цветы, да? Да. То есть как бы столько оттенков, что можно придумывать, добавлять. А вы сильно надавливаете? Да, если нужно широко раздавить, мы ее надавливаем, потом вот так. Желательно с легкой вибрацией. И не закручивайте лепестки. Вот женщины все обычно кончики листьев выкручивают, там они прямые. Ага. Также жиденько, с градиентом, вот эта плоская цветочная кисть. Вот так эта кисть для лепестков, она имеет для листьев. Угу. Она мягкая, можно брать краску и на скорости вот какие-то такие интересные оттенки. Это так добавляет всегда Да. какой-то динамики, не знаю еще чего. Атмосфера. Атмосфера, да. Если динамику, можно свет показать, можно ветер показать. Эта кисть может вот это. В пейзаже она хорошо свет показывает. Экспрессии Вот еще я точно. бы добавила. Правильно, правильно. Опять же, касание. Вот я тут говорил рядышком, что тени любят списанность легкую, теневая часть, верхняя часть, световая, точнее, может быть жесткой, Пожестче. нижнюю чуть-чуть списываем. Это, Поэтому вы все вот эти вот теневые сделали немножко как бы размазанными. ну да, Ну, наверное. правильно. наверное. Тем самым картина объединяется, она мягче смотрится, исчезает пестрость какая-то, если она, бывает. Так можно главное выделить, если второстепенные объекты слегка сбить касание с фоном и друг с другом, Мгм. можно что-то выделить. Вот, например, какие-то участки жесткие.
Бутоны. Бутончики. Темные снизу. Ага. Берем с одной стороны даже с лессировой, с бликом, с рефлексом. Так. Вот, и перекрываем жестким светом. Ну, в данном случае просто травяная в разбеле. Ага. Вот так. Несколько движений и обрезаем, оформляем в шарик. Вот еще раз, смотрите. Берем зеленое без белил, рефлекс розовенький, например. Ага. Определяемся с местом. Вот, ну, вот, например, здесь мы всегда выгодное место ищем, чтобы Ну, где не очень красиво, туда не и очень сажаем. красиво, или весу добавить нужно, мало информации, например, на каком-то месте. Так, вот, зелененький, и перекрываем ликующим. Вот так, не очень. Она не всегда тут дело удачи, что Да, да. какой оттенок захватишь. Иногда получается прям живой, а иногда так себе. А к ним листья надо пририсовывать? Надо, да. Там Вот у них эти вот такие да, маленькие. маленькие. Там два длинных, насколько я помню, и несколько коротеньких, а два таких усика длинные. Ага. Ну, и не разбрасывайте их Симметрично. симметрично и везде. Вот 2-3 достаточно. Ну, можно еще их вообще-то много бывает на кустах, Угу. но в тень тогда прячьте, чтобы они не очень выходили на свет в теневых местах. Такой почти что намек. Да. Потом плоской кистью, вот какой-нибудь вот такой маленькой, усики приделываем. А, как красиво. 2 секунды. Ага. С любой стороны начинай, да? Да, здесь с любой стороны. Эти усики, кстати, они не столько зеленые, сколько коричневые, коричневато-зеленые. Мгм. Краплаком отдают красненьким. Вот когда фон цепляется и идет на лист, это ничего или как бы стараться не Ну, цеплять? иногда нужно, иногда нет. Ну, если местами, кое-где, это хорошо. Это, опять же, связывает. Ага, интереса добавляет. Связи очень важны, вот эти рефлексы, связи, чтобы все в мире, не в мире, но в изображении, да и в природе, оно живет, оно связано рефлексами. Рефлексы, ну, отклики цвета, если здесь зеленый зайдет, это хорошо. Случайно или специально это сделать. Из этих связей изображение как аппликация смотрится. Ага, это точно. Вот даже здесь берем специально зеленый и подкладываем вот вплоть до вот такого. Может тут перебор немножко слишком, Мгм. но
я оставлю, ну, вы поняли, для художника именно так и делает. Он не боится такой слишком большой разницы. Ну, Мгм. как бы это ну, перебор, конечно, но можно и так немножко. Смело. Смело, да. Вот когда смело, оно покоряет всегда. Да, да. Оно подкупает, покоряет и не дрожащей рукой. Оно чувствуется. Вот сейчас я припиливаю немножко так по Мгм. периферии, состариваю немножко, ну, делаю текстуру такую вот Да, да. нетривиальную, немножко, чтобы вот, ну, плюс обыграть нашу, не зря ж мы делали фактуру. Да, фактура очень красивая, когда она обыграна. Да. Это уже практически сход кистью. Вот мы угадали с разбавителем, он почти не мешает. Вот написанное 20 минут назад уже прошли, уже можно немножко разрушать без смазывания, без таких. Очень важно всегда выбирать разбавитель под всякую задачу. А вы меняете, да? То есть сегодня у нас 20%. Да, сегодня Масла. 20. Это, ну, это у меня стандартное для цветов, 25-20 для цветов, для вот такой техники. Да. А уже под пейзаж суши нужно брать, если в один сеанс. Мгм. Уже нужно где-то до 10 снижать содержание масла, масло к разбавить, то есть 9 к 1. Или же наоборот, если позволяет вентиляция, там лака добавлять. То есть уже на тройничке работать на более крепком. Это для пейзажа. Для пейзажа, да. Ну, То не есть для цветов. не для цветов. Нам нужно смазывать. Понимаете, если мы Ага. писали на лаке или на более сухом, не было бы, нам нужна легкая смешиваемость. Иногда вот Да, 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 в да. пейзаже это почти никогда не нужно, если там туманы не пишешь. Там обычно нужно проложить, чтобы оно подсохло, и через 20 минут уже без смешивания какие-то там веточки рисовать на этом фоне. Без, А как насчет портретов? портрет, ну, не знаю, портрет, ну, Ну, вот, ну, Мало пишем портрет. портрету смазываемость нужна. Если ты мужской портрет, я не знаю, если брутально писать, она и не нужна. Можно как... А вот женским лицам нужно, чтобы все-таки вот тоже подмешивалось. Ну, как цветы, наверное, Да, тогда. да, наверное, так, да. Так, ну ладно, с этой пока все. Да. Сейчас буду ваши подчинять. На черном грунте такой эффект потрясающий. Глубину такую дает. Да. Ну ладно, все, надоело. Нет, правда. Вот я туда смотрю. Да, что-то Вот, да, там как бы